И начнем. Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы или Польза стримы. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И на этот смартфон уже был обзор на основном канале Польза.нет. Это Honor 200 Pro. К слову, это, наверное, самый непопулярный смартфон за последний год на моем канале. Почему? Потому что в основном мои обзоры смотрят люди, которые ищут конкретное устройство. Так вот это устройство, если кто-то умеет по тегам определять, не ищет практически никто. Почему, вы постепенно поймете в ролике. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Если вас интересует видеосъемка, то вы всегда можете несколько подобных обзоров, которые у меня были на канале в количестве 87 штук, с другими смартфонами взять и сравнить. Потому что съемка ведется его на основной модуль. В 4К 60 FPS можно, разумеется, переключать на телевик, но мы этого делать пока не будем. Постепенно объясню почему. Обзор, как всегда, идет одним кадром. И спасибо. И вот так вы сможете себя снимать на него без чехла. Что это такое и с чем это едят? Смотрите, у меня китайская версия смартфона, потому что, в глобальной я бы точно его не приобретал. Да и в китайской я 1000 раз подумал. Так как я покупал X100, X100 Pro, и они были вообще чисто воды китайцами, у них не было глобальных версий, у Honor 200 и 200 Pro глобальные версии будут, откуда я знаю, даже не из новостей, а потому что у меня пыталась компания Honor купить рекламу на эти смарты, но мы не договорились. Мне, в принципе, все равно, потому что я эти смартфоны уже к тому моменту, как они пытались со мной договориться, купил в китайской версии, и китайцы также имеют глобальную русский язык, также есть Play Market, также помимо этого практически все бенды, там нет только 20-го бенда. Но вне зависимости от того, насколько хорош будет глобальный смартфон, физически он вряд ли чем-то будет отличаться. Почему? Потому что, смотрите, я вам, наверное, этот будет один из самых кратких обзоров, потому что я буду рассказывать чуть-чуть хаотично. Комплект шикарный, и зарядка здесь есть, и чехол есть, и смартфон сам есть, и вроде бы все отлично, и заряжается он у меня за 41 минуту до 100%, но первое, на что ты обращаешь внимание, ты покупаешь смартфон за такие деньги, и рамка не металлическая. И ты такой, да ладно, так можно было, потому что за те же деньги я покупал Vivo X100S, Vivo X100S, да, и там была металлическая рамка. И ты такой думаешь, ну ладно, здесь защита от влаги. В Vivo X100S, к слову, и в iQOO 12, по-моему, насчет iQOO 12 я не уверен, но Vivo X100S она есть. Здесь, притом IP69. Просто у меня недавно на него как раз обзор был, и я был очень удивлен, что здесь вообще нет никакой защиты от влаги официально заявленной. И в 200 Pro, серьезный, то есть там IP65 вроде бы, топить его нельзя. И в 200 Pro... В отличие от Honor 200, который я тоже топил, у меня в Honor 200 вообще в салазки вода попала. Здесь хотя бы в салазки вода не попала, в слот под сим-картой, чему я несказанно рад. Топить я его топил, с ним все хорошо, но делать этого нельзя. Мы танцуем дальше. И вместо того, чтобы рассказывать, что здесь крутой процессор 8S Gen 3, который, к сожалению, нам не позволяет никакие там 4К 120 FPS снимать, ёпрст. Я первый раз в жизни увидел здесь гадюку. Вот это жесть. Хорошо, что матом не сказал. Потому что я этих существ очень сильно боюсь. 5 секунд. Самый экстремальный мой обзор. Самый экстремальный. Все, я пошел отсюда. Сори. Это мне месть. Сейчас я телевик отключу. Вот это да. Так вот, по поводу 8S Gen 3. Он хуже, чем Snapdragon 8 Gen 2. Это раз. Два. Мало того, что 8 Gen 2 лучше, 8S Gen 3 здесь выбивает 1 200 000 баллов в Antutu. Это неплохо. Но плохо то, что он не стабилизирован. То есть стабильность его ниже, чем в Honor'овском Honor 200. У нас намного лучше справлялся и с играми, и в каком-то смысле со съемкой, хотя там всего 4К 30 FPS максимум. Здесь 8К 30 FPS отсутствует, и есть... Так, снимаем пока. Уже не вижу. Все вижу. И в целом это может и неплохо, но
Не это главное. Главное, что стабильности у него не было при тестах. Напоминаю, что я все смартфоны стараюсь прожаривать на пользу стримы. И этот смартфон показал себя очень плохо. И в плане сброса яркости в играх, и в плане пропускания кадров. Ну все, теперь у меня будет паника. Первый раз за 2 года я увидел гадюку. Прям кислотно-зеленая. Так, и... Хорошо, панической атаки не было. Это все месть Honor. Если говорить про ценообразование, я купил его, получается, за 44 где-то. Я не знаю, сколько он будет в глобалке, но учитывая дизайн, отсутствие металла в корпусе, отсутствие, ну вот здесь 20-го бенда нет, ну за 45 даже с бендом 20-го как-то не камильфо. Это довольно сомнительная покупка, но чтобы я за эти деньги взял X100S, однозначно вивовский OnePlus 12R, Poco F6 Pro и еще много всего. Но Honor будет, разумеется, стараться продать эти девайсы, потому что им надо их как-то продавать, правильно? Если говорить про Vibro нормально, звук нормальный, разумеется, стерео, симки 2 есть, но почему я растягиваю ролик и сдерживаю себя? Потому что сравнивал я с Poco F6 его в съемке по видео. Я не скажу, что он сильно выиграл Poco F6, и кто-то может подумать, что в основном обзоре он проиграл, но самое ужасное, что здесь виртуальный датчик приближения, и он глючит. То есть у тебя перегревающийся смартфон без каких-то фишек, без мини-джека, с инфракрасником и без металлической рамки, без премиальных материалов по довольно конскому ценнику. Насколько конский, ну, по мне, это прям совсем дорого. Может быть, для вас Honor 200 Pro и будет нормальным, но я даже боюсь представить, сколько он будет стоить в глобалке. По поводу съемки. Мне съемка нравится у этого смартфона. Я не скажу, что она какая-то супер крутая, но в целом все тесты, которые я проводил, он не сказать, что провалил. То есть для примера, все, ну, теперь для меня антигерои это Huawei. Вот сейчас уже прошло 7 минут 30 секунд, и Huawei Pura 70 и Pura 70 Ultra к этому моменту уже 2 минуты как отключили съемку в тех же самых условиях. Этот смартфон на солнышке, ничего с ним не происходит, снимать можно, и это, как говорится, уже хорошо. Хотя вроде бы контора одна, но уже вроде не одна. Но, в общем, у кого-то современные процессоры, потому что 8S Gen 3 это все-таки современный процессор, а у кого-то процессоры 2020 года по технологиям. Но зато реклама 30 года очень хорошая. Так вот, если говорить совсем кратко, за что они хотят такие деньги в 200 Pro, непонятно. Но вполне возможно за бренд, который они посчитали, может быть, более топовым, чем Huawei или чем яблоки. В китайской версии он тоже стоит космос. Китайскую версию тоже смысла нет никакого приобретать. Но самое важное, что вы сегодня смогли для себя увидеть, как может Honor снимать в тех же самых условиях, как и до этого 90 с лишним смартов. Повторяюсь, конкретно по спекам, где он там, как проходил 3D Mark, что он там 1 200 000 баллов в Antutu выбивал, что у него происходит с яркостью, почему она сбрасывается, вы можете посмотреть в полноценном обзоре. Сейчас, к слову, экран у него не сбросил яркость, за что ему огромнейший плюс. И сейчас я вижу в зеркальце, что у него еще неплохой динамический диапазон, и, в принципе, смарт вывозит в той или иной форме. А насколько это 5 секунд удовлетворяет вашим потребностям по съемке, это вопрос. Для меня смарт в каком-то смысле атовизм. Для меня интерес к нему абсолютно реален, то есть он нулевой. И если брать в 2 раза больше интерес к Huawei, допустим, тем же Pura 70, в 2 раза больше людей посмотрело. Почему? Потому что искало в 3 раза больше людей, несмотря на количество обзоров, потому что в рекламу они вкладываются именно на Huawei. На рекламу Honor денег у них уже, по сути, не хватает. Хотя, может быть, чуть-чуть позже начнется как раз рекламная кампания. И еще раз, всем,
кто иду туда, где была змея. Кто старается себе подобрать смарт в эту стоимость, смотреть в сторону этого смартфона не стоит. С другой стороны, они не оставили альтернатив. Почему? Потому что у них есть Magic 6 Pro. К слову, если вы хотите что-то от Honor, они же там накидали DxO Mark денег, чтобы он оказался на первом месте, Honor Magic 6 Pro. Так вот, можете воспользоваться их рекламой, так как люди покупали эти Honor Magic 6 Pro, и сейчас в очень большом количестве продают их на Авито за копейки относительные. Можете приобрести лучше его. Он однозначно будет лучше во всех смыслах. На Honor 200 Pro, даже когда он выйдет, я бы на вашем месте не смотрел бы. Но единственное, наверное, когда будут обзоры уже на него, с удовольствием погляжу, на что они будут делать упор. Хорошо, что снимают 4К, хорошо, что не вырубается. Вот так вот Huawei должны снимать, как Honor, младший брат. Но Huawei не могут, Honor могут. И это хорошо. Хорошо, что хоть кто-то что-то может в их конторе. В целом, девайсу от меня, не учитывая стоимость, однозначно да. Повторяюсь, экран все еще яркий. Сбросилась ли FPS или нет во время этой съемки, вы узнаете в моей личной телеге. Я обычно делаю свойства скрина этого файла. Сегодня я, кстати, гонял Vivo X100S со 100% до нуля. Он разрядился у меня за 3 часа 30 минут и показывал 60 FPS. 3,5 часа нон-стоп он 88 гектар качал. Сколько был файл максимальный на этом устройстве, вы можете в моей личной телеге посмотреть. И сколько он весил, тоже можете посмотреть. Подписывайтесь на канал с колоколом, чтобы продолжались такие однообразные походы по одним и тем же камням, с одним и тем же лифтом, с одним и тем же лицом, чтобы у вас была возможность потом сравнить, что справляется со съемкой лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!